Друзья, я вас приветствую на канале Веселый Инженер. Представьте, вы едете по загородной трассе и видите огромный трактор. Первое, что бросается в глаза, это его задние колеса. Они выглядят абсурдно, комично огромными, высотой с дверь целой квартиры. Тогда как передние словно сняли с обычного автомобиля. Любой скажет, ну это просто, чтобы не застрять в грязи. Но мы с вами смотрим на вещи немножко поглубже. То, что кажется нелепым дисбалансом, на самом деле сложнейший триумф инженерной мысли. Но задумывались ли вы, что эта разница в размерах скрывает в себе защиту от невидимого врага, способного уничтожить миллионы тонн урожая? Для нас почва – это просто какая-то грязь под ногами. Но для инженера и агронома это сложнейшая живая система. Легкие планеты, пронизанные миллиардами воздушных и водных капилляров. И главный враг здесь – компакция или уплотнение почвы. Когда по ней проезжает тяжелая техника на узких колесах, она работает как пресс, схлопывая эти капилляры. Почва становится похожа на бетон. Корни задыхаются и урожайность падает, внимание, до 50%. Это катастрофа на глубине метра, которую нельзя уже будет просто перепахать. И тут перед инженерами встает парадоксальная задача. Как провести 15-тонного стального монстра по этой хрупкой сети, не раздавив ее в пыль? Ответ кроется в базовой школьной физике – давлении. Давление равно силе, разделенной на площадь контакта. Вес трактора уменьшить мы не можем, это константа. Масса нужна нам для тяги. Значит, единственный выход – радикально увеличить площадь. Если колесо легкового автомобиля опирается на землю площадью с ладошку, то колесо трактора мы растягиваем до размеров обеденного стола. Благодаря этому давление от 15-тонной машины становится меньше, чем от стопы идущего рядом человека. Но чтобы добиться такого пятна контакта, инженерам пришлось создать не просто большое колесо, а устройство, нарушающее все правила автомобильного мира. Инженеры создали так называемую антишину. Обычное колесо накачано до 2 атмосфер и достаточно жестко держит форму. Тракторная шина работает на аномально низком давлении, всего где-то 0,6 атмосферы. При контакте с землей огромное заднее колесо буквально растекается, превращаясь в высокотехнологичный снегоступ. Трактор не едет по полю, он по нему фактически плывет, сохраняя жизнь каждому капилляру в земле. Но плавать по поверхности – это лишь половина дела. Инженерам нужно тащить за собой тяжелейший плуг. И вот тут в игру вступает чудовищная физика крутящего момента, которая грозит разорвать все просто на куски. Но этого никогда не произойдет в вашей практике, если вы изучите видео в моем закрытом сообществе на Boosty. Там вы найдете все, от чтения чертежей до термической обработки металлов. Все материалы очень подробно изложены, достаточно простым таким доступным языком. Ссылочку оставлю в первом закрепленном комментарии и в описании. Представьте ярость 15-литрового дизеля мощностью 500 лошадиных сил. Этот момент способен скрутить стальную раму целого грузовика в спираль. И всю эту колоссальную энергию нам нужно передать на жидкую скользкую грязь. Маленькое колесо просто сорвалось бы в пробуксовку и моментально вырвало бы целую траншею трактору и посадило бы его на оси. Большой диаметр делает передачу момента более плавным, обороты на колесе падают, усилие становится управляемым. Но чтобы не просто гладить грязь, а цепляться за нее, инженерам пришлось подсмотреть идею у часовых механизмов и применить ее уже в масштабе целого поля. Огромный диаметр заднего колеса работает как рычаг. Это позволяет разместить на покрышке массивные грунтозацепы. Да-да, те самые ребра или елочки, как их ласково называют на производстве. Если вы тащите рояль по льду, вам нужны альпинистские кошки. Согласны? Большое колесо в каждый момент времени вгрызается в землю не одним выступом, а целой группой из десятка мощных ребер. Создается так называемый эффект шестерни и рейки,
где колесо – это шестерня, а земля превращается в зубчатую рейку. Мы надежно зацепились. Но знаете, что самое парадоксальное? Если эта система будет работать идеально и без единого проскальзывания, трактор может просто остановиться. В автомобильном мире пробуксовка – это потеря контроля над управлением. В мире суровой агротехники инженеры выяснили потрясающий факт. Для эффективной тяги колесо обязано буксовать. Да-да, вы не ослышались, именно обязано буксовать. Золотой стандарт – это от 8 до 15% проскальзываний. Именно в этот момент шина оптимально сминает слои почвы под собой, уплотняя их ровно настолько, чтобы грунт выдержал толчок и не рассыпался. Инженеры математически точно используют предел прочности земли. Но когда колесо постоянно буксует в липкой грязи, оно должно моментально превратиться в гладкий шар. Почему же этого не происходит? Все дело в геометрии. Да, те самые V-образные выступы сделаны не просто, знаете, как вот говорят, чтобы гребли. Углы в 23 или 45 градусов – это система автоматического гидроотвода и самоочистки. Когда гигантское колесо вращается, возникает центробежная сила. Она работает как насос или шнек в мясорубке. Грязь выдавливается по краям и выбрасывается в стороны. Колесо очищается само с каждым оборотом. Однако, чтобы загнать эти самоочищающиеся кошки глубоко в грунт, необходимо передать свою первоначальную цель – сделать трактор легким. Это парадокс балластировки. Чтобы 500 лошадиных сил превратились в реальную тягу, нужно вдавить эти гигантские колеса в землю с невероятной силой. Именно поэтому сзади часто сосредоточена вся масса машины. А внутрь этих огромных шин намеренно заливают сотни литров воды или вешают чугунные блины. Иногда используют гравитацию как бесплатный клей. Балласт снижает пробуксовку на десятки процентов. И вот тут возникает уже вполне нормологичный вопрос. Если огромное тяжелое колесо так идеально решает все проблемы, почему же тогда не ставить такие же большие колеса на переднюю ось? Поле – это не бескрайний океан. Это точная геометрия рядов и посадок. Если бы спереди стояли такие же огромные колеса, трактор имел бы радиус разворота, как у авианосца, и вытоптал бы половину поля, а тем более урожая. Передние колеса созданы для маневренности и хирургической точности. Они – это легкий острый руль, который автоматика ведет с точностью до сантиметров. Задние – это грубый фундамент и мышцы машины. Разделение ролей тут безупречно. Но глядя на эти сложные компромиссы резины и воздуха, многие, наверное, уже хотят спросить: а почему бы просто не поставить, к примеру, там стальные гусеницы? Да, кажется, что гусеница абсолютный чемпион по площади контакта. Но инженерная термодинамика, к сожалению, безжалостна. Гусеница – это сотни катков, пальцев и шарниров. Каждое сочленение – это трение, а трение – это паразитный нагрев. Представьте только, до 15% мощности двигателя уходит просто на то, чтобы повернуть саму гусеницу. Большое круглое колесо катится как единое целое, экономя фермеру тонны дизельного топлива за сезон посадки или уборочной. Но у огромной шины есть еще одна скрытая функция, спасающая механизмы стоимостью в сотни тысяч долларов от полного разрушения. У тяжелых тракторов нет подвески в нашем первичном понимании. Ни рычагов, ни пружин. Если поставить эту стальную глыбу на жесткие гусеницы, вибрация от неровности поля просто разорвет сварные швы и уничтожит позвоночник водителя.
Роль идеального амортизатора берет на себя колоссальный объем воздуха внутри заднего колеса низкого давления. Это гигантская пневмоподушка, которая глотает удары, защищая сверхдорогую трансмиссию. Система работает безупречно в грязи, но что же произойдет, когда этому мягкому прыгучему гиганту понадобится выехать на асфальт? Перегон между полями по асфальту на спущенных шинах на скорости 50 км в час, конечно же, приведет к тому, что резина просто сгорит и разрушится от трения. Поэтому инженеры научили трактор, как говорят, дышать. Современные системы прямо на ходу по команде компьютера меняют давление. На поле шины сдуваются, превращаясь в мягкий вездеход. Выезжая на шоссе, они мгновенно накачиваются до определенной твердости. Каждый миллиметр адаптации – это сэкономленные цистерны горючего. Однако на асфальте влезает новая беда. Высокий профиль резины заставляет трактор раскачиваться как резиновый мяч. И тогда инженеры решили изменить архитектуру колеса, будем надеяться, что уже в последний раз. Это опасное явление назвали галопированием. Чтобы его победить, инженеры перенесли технологии из автоспорта, концепцию LCV или низкую боковину. Огромный стальной диск в центре и более тонкая, но невероятно широкая резина. Эта геометрия дает определенную жесткость гоночного болида на асфальте и при этом мягкость снегоступа на пашне. Колесо стало совершенным. Инженеры победили физику, трение и даже гравитацию. Но почему все это от профиля резины до сотых долей атмосферы давления имеет критическое значение лично для вас, для моих зрителей прямо сейчас? Потому что каждое техническое решение в этих нелепо больших колесах напрямую связывает нас с вашим кошельком. Топовые шины позволяют трактору выйти в поле точно в срок, экономя дизель и при этом не убивая почву уплотнением. Если бы инженеры до сих пор давали тракторам пахать на узких жестких колесах, теряя топливо в пробуксовке и губя капилляры земли, продукты питания стоили бы минимум на 20% дороже. Огромное заднее колесо – это не просто кусок каучука, это технологический скафандр для Земли, благодаря которому современная инженерия способна накормить 8 миллиардов человек, сохраняя нашу планету живой. У меня там все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Если не понравилось, делитесь с друзьями. И всем добра. Пока-пока.